Там очередь в кассы. Мы не стояли в очереди, мы по дороге купили на сайте. И это в Польше? Это очень красиво. Я не верю. У меня ощущение, что мы где-то в Альпах. Хотя я никогда не была в Альпах. Я так счастлива. Я сейчас заплачу. Там лентяи едут на повозке, мучают лошадок. Офигеть. Офигеть. Фух. Я не верю, что я это вижу. Настолько красиво. У нас еще какой-то план есть. Подняться, чтобы это посмотреть с высоты. Это капец как сложно сюда подниматься. Спускаться, наверное, еще тяжелее. Просто не знаю, как я буду спускаться. Я надумала себе, что сейчас нас несет ветер, что мы сейчас на обрыве упадем, подскользнемся. И мне было очень страшно. 30 минут я шла и чуть не сломала Саше руку. В общественном туалете это трэш, ребята. Ни бумаги нет, это уж понятно, ничего там нету. Одни какашки валяются. Обязательно сходите вокруг этого озера. Там есть тропинки с двух сторон. Только на Морского и обратно сходить, наверное, немножко скучновато. Лучше бы взять теплых вещей, потому что ветер такой. Люди там страшно стоять. Но очень красивые виды, стоит того. В 7 утра мы не завтракали, поэтому загоняли в Жабку по пути за хот-догом 5 злотых с Хотела человека. сказать спасибо Жабце. Ну что да, она работает помогает. так рано, и там всегда столько всего интересного, вкусненького и дорогого. Да, идем на на самом автобус, Да, мы идем на автобус. времени мало. А вот эти сосиски, они стоят нормально. Ну, типа 5 злотых. Да, ну это с приложением. Да. Выезжаем с Крылка. Ехать минут 40-45. Такой автобус. Новочестный. Все, приехали на начальную точку, вошли уже в парк национальный. Очень. Там очередь в кассы. Кстати, получается, билет на автобус стоит 15 злотых, на вход 8 злотых. Мы не стояли в очереди, мы по дороге купили на сайте онлайн входной билет 8 злотых, все, идем. Можно на лошадях ехать. Но на лошадях мы не хотим. Это как-то неприятно по отношению к лошадям, да и зачем мы сюда приехали, если не ходить? Не, ну ты прав. Не знаю, 70, по-моему, злотых это стоит, но если ничего не поменялось. Ребята, тут прям на высоте холодно. Тут прямо... Ой, блин, как пахнет. Ну, да, все, сейчас у нас тут асфальтированная дорога. Все. Как красиво, горы вокруг. Да. А ты знаешь, куда идти? Вон указатели. Вон есть поляна Русинова. Вот куда нам посоветовали. Да, мы еще попробуем туда, потом на обратном пути, если снега... Ну, снега, может, не будет. Вот кто-то пошел уже в ту Перед сторону. нами сидел этот парень. Да, кто-то... Ну, большинство, конечно, на Морское око. Ну и мы тоже. Потом включимся. Покажи меня, покажи меня. Классно? Да. Массакр. Прошли минут 10 и уже вот такие виды в тумане. Очень красиво, ребята. Мы, конечно, супер счастливы с Сашкой, что мы сюда Нас приехали. все обгоняют. Ну, может, кто-то уже тут не первый раз, или кому-то эти Мы как-то не виды... спеша Ну, идем. для нас даже эти виды, это Да. уже классно. Ну, вообще так красиво. Вот вообще и лес красивый, и солнышко. И просто так идем на расслабоне. Особо пока не торопимся никуда. Ну, может, потом поднажмем. Мы успеем, сейчас Ну да. план, поэтому не торопиться особо некуда. Ну, пока просто идем и идем. Но нас реально все обгоняют. Если будут еще какие-нибудь супер красивые виды, мы вам обязательно покажем. Прошли мы с Сашкой Полчаса где-то от старта. полчаса от старта. О, нормально машина едет. Но это может какая служба? Охрана, типа? Или что-то такое? Прям хочется заснять этого хулигана. Ничего не написано. Может, просто так. Все в шоке стоят. Ну, типа, так можно было? И вам, конечно, не видно из-за солнца. Вот сейчас видно. Вы просто посмотрите, и это в Польше. Это очень красиво. Я не верю. У меня ощущение, что мы где-то в Альпах. Хотя я никогда не была в Альпах, но я представляла их именно такими. Очень красиво. Очень ярко светит солнце. Мы уже сняли шапки, перчатки. Уже как-то даже очень тепло. Идем дальше.
Следующая остановка красивая. Потребования. Красивая. Если где-то будет красиво, мы сразу это снимем. Я вам обещала остановку по красоте. Ловите. Ой, как красиво, какая гора. Она так близка, такая высокая, такая зеленая. Супер, ребят. Я в восторге. Дошли до такого водопада. Там получается такой камень, огромная скала, и вода бьется об эту скалу. И так вообще офигенно. Я, ребята, никогда не видела такой красоты. Я так счастлива. Внутренний человек, который ожидал красоты, счастлив капец. Смотрите, как хорошо, как красиво. Жалко, что человек этого не видит. Ну, здесь в парке все-таки довольно организовано. Есть места для привала, посидеть, отдохнуть, покушать. Есть туалеты, Я думаю, мы потом... указателей много. Да, мы еще сделаем остановочку. И я бы чай попила. Кабаносы, ребят. Ребята, помните, я говорила, что в Польше невкусный кабанос? Я вас обманула. Просто не те кабаносы мы покупали. Мы покупали такие толстые. Да, надо Но тоненькие. надо тоненькие, и чтобы они были вензон, ну как это, не сыровя, ну такие, не вензоны, вензоны это копченые, а чтобы они были такие сыровяленые. Ну и сухие, да. Ну Сухие сыровяленые. мы пробовали один бренд сухих нам понравился. Мы сейчас взяли другой, сравним. Может, он невкусный. Да, я сейчас скажу. Мы в Лидле взяли. Все, мы сели на втором таком причале. Посидеть, Да, отдохнуть. сидеть. Тут последний бесплатный туалет. А дальше будет. Написано даже, что это последний бесплатный, дальше только платные. Мы пьем чаек и будем есть конфетку. Да, и потом пойдем срезать немножко дорогу. Ну, Попробуем. Вот она прям тут где-то. Тоже хочу срезать. Потому что так еще Да. почти час идти. Я думаю, мы можем быстрее. Вообще время прошло быстро. Как-то мы шли. Ну, назад, наверное, скучнее будет идти. Уже по знакомым местам. Ну, будет видно. Вон там лентяи едут на повозке, мучают лошадок. Ну, может, ну, сложные. Нет, но мы между собой все равно думаем, что они лентяи. Ну, сложные лошадям-то. Вот так выглядит дорога, которая чуть быстрее на 15 минут Но приведет она нас. будет, может, столько же идти. Срез. Нет, это же продумано, уже написано. Сколько? Час 10 еще отсюда. Ну так разнообразнее хотя бы. У меня, я хочу рассказать об этом, ребят. У меня случился шок. Я ненавижу общественные туалеты. Они такие грязные. Я зашла, и там трэш. Я зашла в другой, там тоже трэш. Пришлось остаться в другом, вытирать. Уборщицку нанимаю, уборщицу. Короче, все, идем. Я, пожалуй. Подъем около 10 минут по этим камням. Это, конечно, хорошая экономия времени, но довольно тяжело Очень. для неподготовленных людишек. Я уже готова легкие выплюнуть. А тут красиво. Малинник, смотри. Блин, мы раньше в лес ходили, в этот малинник. Да. Трэш, ребята. Колется все. Бесит, тропинки нет, песок. Все, ладно, идем без разговоров, так тяжелее. Полчасика до морского ока, тут такой офигенный вид. Тут еще приехали на повозке, нам мешать. Так красиво. Вид супер. Заснеженные вершины. Да. Это Я рада, что они топчик. заснеженные. А еще там. Так красиво, ребята. Так красиво. Мы все ближе к цели, остается буквально пара минут, и мы увидим морское око. Посмотрите, какая красота, ребята. И это Польша. Вот реально в Польше есть море, есть горы, есть красивые туристические города. Да? Да. Это вообще, это бесподобно. Честно говоря, я вот так вот иду,
Мне кажется, рюкзак весит намного больше, чем он весил, когда я его надела. Ну, ну просто мы не спортивные, не Да. подготовлены на спортивные, поэтому нам сложно. И все, в принципе-то. Офигеть! Офигеть! Фух. Да это очень красиво. Можно вниз спуститься. Это очень красиво. Так, сначала отсюда можем показать. Насколько Ох. красиво. Я хочу вниз попищать. Это история. Вода шикарная. Это можно сфоткать. Я не верю, что я это вижу. Настолько красиво. Мы дошли. Все сочетается. Горы со снегом, чистейшее озеро. Считаю, что мы пришли в лучший день. Да. Или все равно так много, куча свободных Да мест. вообще, Не надо толкаться, потому что мне вышло. Если ехать в выходной, то это раньше. а летом тем более. Пойдем вниз. Кстати, хотела сказать, я не знала, что это озеро такое большое. Я думала, оно меньше. Прям огромное. Не могу себя не заснять, ребят, на фоне. Как красиво. Как красиво, боже. Не зря мы сюда топали. Вот это того стоит. Топать там 2 часа, чтобы потом вот это увидеть. Блин, супер. И так рада. Хочу туда вниз пойти. Смотри, сколько людей. Не так, кстати, много, потому что если бы был выходной или бы был такой типа лето, Мы все но запланировали. поэтому все запланировали. Нам повезло с погодой очень. Мы когда ехали, думали, будет дождь, а сегодня выяснилось, что дождя 0%. Мы спустились вниз. Ой, мне нет слов, ребята. Такой. А когда солнце светит, вода такого немножко бирюзового цвета. Тёлька, куда ты пошел? У Сашки какой-то супер маневр, чтобы поснимать. А я тут уточек видела, их уже нет. Когда спускали. Так, мы сейчас поедим и пойдем дальше. У нас еще какой-то план есть. Подняться чтобы это посмотреть с высоты на это озеро. С таким видом мы сейчас будем обедать. Вы Пофоткались, прошлись. Но мы с собой несли как бы тортилья. Пьядина, Это сосиски, кабаносы, кабаносы. Эти должны быть вкусные. смузи. Смузики, чай. Да. Так что мы сейчас налегке будем. Еще не так. Идем вот такой каменистой дорожкой. Ну, полпути мы еще не прошли, наверное. Но ракурс уже изменился. Видим водопад. Вот мы там были. Вдалеке, где дом. Ну, просто Вода невероятная. вода, я в шоке. Вы видите, насколько она И прозрачная? озеро глубокое при этом. Ну там вот дно в середине видно. Ну нет, нет. Ну вот какой-то, я имею в виду, настолько прозрачный. А рыбок никаких нет. Амазонок каких-то. Самос. Я в шоке. Там какие-то водопадики еще. И нам еще Ну, мы идем. Мы уже чуть-чуть приподнялись над озером. Там водопад. Классно. А еще куча дороги впереди. сейчас самый трэш. Ну, красиво. Ну, природа офигенная. Так, ребят, так сложно. Ну, мы не Этой подготовлены. природе. Это сразу было очевидно. Я иду вот Ну, так. этот маршрут преодолим, в принципе, для обычного человека, но Не для такого обычного, как я. мы его преодолеем. Конечно, я не сдамся. Мы уже столько прошли. Что, назад идти? Сейчас по чуть-чуть будем отдыхать. Ну да, Да, но здесь не где-то обязательно сильная подготовка. Вот он, черный став под рысами. Это капец как сложно сюда подниматься. А спускаться, наверное, еще тяжелее. Вы не представляете, я выяснила, что у меня есть боязнь высоты небезопасной. Вот в городе меня я расплакалась.
Я капец как слышно. Я даже сейчас говорю, я не даже думать. Просто не знаю, как я буду спускаться. Ребята, мы на полпути на спуск. И, в принципе, вот эта точка, это, наверное, необходимый максимум, куда стоит идти, потому что вид уже офигенный, а самое сложное впереди. Кто любит экстрим? Ну, проверить себя Тут можно. бабулечки, дети ходят. Ну, бабулечки с палками, не прям бабулечки. Ну, такие. Да, ну, лет под 40-50, да. ну, вообще, ну, как в плане проверить себя и дойти до цели, да, классно, ну, мы это сделали. Но стоило ли на того? Ну, нет. Можно вот отсюда лучше вид. Вот я не чувствую себя безопасно здесь, не знаю. Мы еще увидели, как дерево падает. Это массакр. Ладно, пойдем вниз. Ребята, все. Мы прошли вот эту вот горку говнюку эту. Вы не представляете, какую я поймала панику на вершине. Это так высоко. Я, оказывается, очень сильно боюсь высоты небезопасной для меня. Но вот я не чувствовала, там что такой ветер сильный. Ну, в буквальном смысле меня сносило. И я думала, что все, мы умрем. Никто не умирает, а мы умираем. Я не знаю. Но у меня не было панической атаки, как это говорят. Нет, это просто я панику поймала, мне просто было страшно. Я надумала себе, что сейчас нас несет ветер, что мы сейчас на обрыве упадем, подскользнемся. И мне было очень страшно. 30 минут я шла и чуть не сломала Саше руку, потому что я так вцепилась. Все, ладно, идем. Сюда мы шли вот этой дорогой, а назад будем идти той дорогой, потому что там вот водопады. Очень интересно поближе посмотреть. Ну, идти минут, наверное, 35-40, я думаю, вот так. Вот по этой идти час 10? 35, да. Ну, 35, да. 30 минут еще до На. става, а 40. Так и сказала, ребят. Все, пошли мы с Богом. Красота! Ой, вряд ли это видно на камере, но мы были Прям вообще очень далеко и вот видите, там высоко. палочки, там люди. Вот, ну, не считая как бы заснеженной горы, вот там, где последняя зелень, мы там Вот были. я пальцем покажу. А, Мы были вот, да. Ну, наверху вот там. вот тут вот. Видно там людей, не знаю, они там собирают, да, видно, собираются еще, бедолаги всякие. Как и мы были бедолаги. Но я поняла, по таким булыжникам проще подниматься, чем Ну, спускаться. очевидно. Ребята, вот надо идти вот по таким еще камням. Тут очень красиво видно, мне капец страшно. Надо пропустить людей и детей. Ja dalej nie przejdę. Chcę się nowego słowa nauczyć dzisiaj. Ładnie mówię. Łaja mówię. Ой, Сашка села. Сели тут пропустить людей. No to jest szulak, nie? На самом деле, мне страшно капец. Ребята, я не знаю, это страх на скалы или страх на небезопасность. Но мне тут капец не... Ну как тут может быть безопасно? Почему все идут и глазом не моргают, а я жалуюсь на дорогу? Все, идем. Но зато был красивый водопад. Ребята, вот говорили, в парк с собаками нельзя. И эта собака не поводырь. Просто такая вот собака. Красиво. О, ну красиво. Правила для всех, я думаю. Золотистый ретривер. Очень Еще умная. какая-то. Ну, да, мы видели 2 собаки. Это уже 2. Посмотрите.
Мы сидим тут, кушаем. Ну, передышка. Последнюю, наверное. Да. И мы думаем, где справедливость? С маленькой собакой нельзя, а с большим ретривером... А с большим ретривером можно? Что за дела? Сашка предположил, что они спустились с гор Словакии. Да? Тоже даже и этот день болит срали, потому что тоже ей не понравилось. Да, еще. Лучший из худших. Еще мы обсуждаем эти общественные туалеты. Реально, общественные туалеты — это трэш, ребята. Я не могу туда идти. Ну, и хожу, потому что надо. Твой самый лучший все-таки. Угу. Эти туалеты открываешь, а это как-то утром мы шли, они отвратительно выглядели. Просто там срач, одним словом. А сейчас, когда идешь назад, и уже 1000 человек прошло, там вообще трэш просто. Ни бумаги нет, это уж понятно, ничего там нету. Одни какашки валяются. Ну чё, ребятки, мы подошли к кофейне-шоу. Тут все осталось, Да. последний поворот. Тут скамейкой мы хотим подвести итоги. Мы снимаем с такого ракурса, потому что нам просто тупо лень Просто держать спину руки согнули. и спину, и руки держать, чтобы держать камеру. В общем-то, хотели рассказать плюсы и минусы, именно что мы увидели. Ну и наш опыт за день. Ну, мы провели, получается, 8,5 часов в парке. Массакр. Мгм. Было круто. Мы Весело. посидели за это время, ну мало, реально, там, Ну, в сумме часа полтора. туалетом сходили, туды-сюды, ну да. В общем-то, хотели рассказать, что мы заметили из плюсов. Дорога на Морское Око, она шикарная. Ну, просто Она асфальт, идеальная, и да. есть там место, где срезать. Да. Можно с детьми, с 10-15 колясками. минут да. можно срезать. По камням, правда. Да. Ну, то есть, да, не для всех подойдет, но экономия времени. Например, когда ты уже дошел до Морского Ока, до вот этого озера, то обязательно сходите вокруг этого озера. Там есть тропинки с двух сторон. Там очень классный есть вид на фонтан. Ой, водопад. Фонтан на водопад. Там вот ощущение, что ты стоишь прямо под этим, Ну, по сути, да. под этим водопадом. Ну просто офигенно. Ну да, займет это где-то Ну, Сейчас- час с чем-то. пролетело. Да, где-то займет чуть-чуть. Ну и если вы любите, ну такой экстрим небольшой, да, Опасно. опасность, как я назвала, опасная просто дорога, тропинка, пойти, как это называется, на второе озеро посмотреть. Чарный став. Чарный под рысами. став, да. Там, конечно, Еще час от Морского Ока Мгм. где-то. В горку прям карабкаться. ну и почти там что. такая, знаете, такой склон, ну очень как обрывистый такой, я бы сказала. И скалы, по скалам надо вот так вот, ну не скалы, ну Ну, что-то. камни такие. Лестница из камней. Да. такая. И, ну, вообще там и бабушки добираются, мы уже говорили, до 50 лет резвенькие. Дети добираются, ну не дети, прям там Ну, 5 подростки лет, такие ну да, уже. подростки. Но мне было страшно. Но, оказывается, я боюсь, ну, такой вот опасной высоты. Когда я знаю, что мы не защищены, там, ну не знаю, как мне было неприятно. Вот. Что еще? Ну, если вы хотите, Саша вот говорил, что можно подняться там на минут 15-10, чтобы увидеть с высоты Морского Да, Ока. да, можно дойти, ну, там, на третью часть этого подъема, самую безопасную. Там реально так лайтово, Мгм. и уже вид на Морское Око будет шикарный. Еще хотела сказать, если вы едете в такую погоду, как не в такое время, как мы, то лучше бы взять теплых вещей, потому что если подниматься вот на Черный став. черный став, то там ветер такой. Люди там страшно стоять, потому что там реально очень сильный ветер. Ну и вот возле Морского Ока Мгм. нас тоже накрыл ветер. Да. Пришлось достать всю одежду, что у нас была. Особенно когда садишься там покушать или еще что-то. Может, нам так повезло. Ну да. Но при этом было солнышко. Ну как бы холодно. Саша вот даже свою пуховую жилетку надел. Но вообще было круто. Да, конечно. Приедем мы еще раз, конечно, мы еще не прошли, не обошли Тут много еще мест. нам советовали пару мест. Ну и мы сами планировали Да, еще каких-то долину. 2 гусей. Нет, там гусиная шея Гусиная и шея, поляна. 2 гусей.
Русинова поляна. Плюс мы планировали в долину 5 озер, точнее там, прудов, наверное, ставов. Но сейчас там будет снег, сложнее. туда надо летом. Но в принципе, если идти только туда, уже не размениваться на око, то тоже такой маршрут несложный, ну, на полдня. Но если вот око совмещать, то либо с Чарным ставом, ну, с Ну, это долиной близко 5 хотя бы, ставов, ну, наверное, летом можно успеть за световой день, реально но это снег. сложный маршрут. И мы планировали его, но вряд ли бы мы его одолели. Ну и вообще, если там так же опасно, как Ну, я не уверен. на этом черном ставе, то, наверное, я не особо. Но у меня страх и паника началась. Ну, не такая паника, что меня колотило. Ну, просто страшно. У меня единственное колотилась нога. Короче, я поймала какую-то, ну, не паническая атака, но это что-то просто паника. Ну, просто мне стало страшно. И все. Я разорвела. Но это от страха. А потом нормально, а потом уже как-то вниз, когда уже почти дошли, когда уже практически слезли, то я уже вообще... Ну вот вокруг озера, реально вокруг морского ока классный Вообще, проход. да. Ну такой умеренной сложности, да, там по камням чуть-чуть надо полазить, но Ну, можно пройти. но очень красивые виды, стоит того. И, ну, как бы для вот среднего такого новичка, Как кто хайкинг любит, ну, вот просто нет, такой если ну, нет легкий. подготовки, нет желания особо вылазить, то вот 2-2,5 часа от входа до морского ока, вокруг там час-полтора и обратно 2 часа, вот маршрут на день такой добротный, приятный. Потому что, ну, только на морское око и обратно сходить, наверное, немножко скучновато. Ну Особенно да. если еще ехать на повозке. Ну, по-фуски вообще, А ребят. кто-то, мы видели, только сейчас жалко. еще почти в 5 часов только заходит в парк. Ну, возможно, они куда-то дальше и с ночевкой. Ну да, это возможно. Там такие скорее всего. рюкзаки у них. Ну, да потому что нет смысла на морское око заходить в 5 часов и идти пешком. Ну, возможно, они в этом Закат даже не с встретить. хрониской или как там. Ну да, ночевать. Да, ночевать. И оттуда уже идти дальше. Может, на Рысы, высшую точку. А, кстати, насчет высших точек. По-моему, 2500 в районе этого Рысы. Наивысшая точка Польши. Мы Я туда не были. добралась. Чарный став, высота 1580. Морское око, высота 1395. Офигеть. Ну вот мы с морского ока поднялись до этого става. Вообще-то 185 метров в высоту залезли. Это как облака. Нет, наверное, облака выше. Ну, Облака выше. Но все равно, ребята, мы уставшие. Массакра. 30 тысяч шагов. Да. Сколько это километров? Ну, 20 с чем-то. 20 с чем-то километров. Ну все, наверное, будем с вами прощаться. Да, мы тут уже на выход в автобус, дальше неинтересно. Мы советуем всем приезжать сюда, кто не был. Пройти тут все. Ну тут классно, тут реально Ну да, и ну, если сходить просто на морское око, то можно в обычных кроссовках, там ничего Да. особенного. Но если выше, то Но берите с конечно, собой еду и воду. да, желательно либо обувь более подходящую, либо палки еще. Но мы справились в кроссовках, но они у нас не совсем Ну, обычные, они просто чуть-чуть обычные, для чупи. полупоходные. Ну, выгуливать чупи они больше подходят. Ну все, спасибо большое, что были с нами, что посмотрели этот влог Из до конца. красивейшего места. Нам тут очень понравилось, тут очень классно. Надеюсь, мы вас тоже, кстати, кто не был, тоже захочет после нашего видео поехать. Это было бы здорово. Все, спасибо еще раз и пока-пока. Пришли в заведение, тут очередь неожиданно. Но уже музыка играет, хотя вроде должна позже. Но мы ждем, дождемся, а уже, наверное. Ребята, мы находимся сейчас вот в таком заведении. Не знаю, слышно, нет? Прикольное, кстати, меню. Очень такое большое. Мы заказали очень много, и потом покажем. Я не знаю, съедим мы это все сегодня или нет, но людей тут очень много, и там даже очередь. Мы ждали, не знаю, наверное, около часа очередь. Перенесли журик. Я взяла себе журик, но мы потом с Сашкой поменяемся. А Сашка Помидорового с клёцками. заказала с клёцками. Офигеть! Надеюсь, будет вкусно. Приятного нам аппетита. Принесли осципок с клюквенным таким джемом. Так громко, но я ору. Это выглядит
Смотрите, это очень красиво. Принесли нам еще порцию, вот такие пироги и шницель.